Всем привет, с вами Левша. Я решил посмотреть все старые мастер-классы из киберспорта и выбрать для вас те, что по-прежнему актуальны. Первый в списке мой собственный мастер-класс, с него все и начиналось. За прошедшее время монастырь изменили, но не так уж и сильно. Самое важное отличие – теперь из монастыря проще простреливаются обе базы. Всем привет, с вами Левша, и сегодня я расскажу вам о ключевых позициях карты монастырь. Первое и наиболее важное – сам монастырь. Ехать в него лучше на чем-то легком, идеальный вариант – 1390. Тут есть удобный балкон на юге, с него можно подсвечивать и обстреливать часть нижней базы, а с круглого выступа на западе стрелять вниз по спуску. Балкон на востоке тоже неплох, с него можно стрелять по противникам, засвеченным в кишке. При необходимости отступать или атаковать, можно аккуратно перевалиться через парапет и съехать вниз. Но главное тут, конечно, площадь. От здания с колоннами можно стрелять в холмы, простреливаются как северный карман, так и южный. Сквозь колоннаду на севере вы достанете до ближней половины круга базы, а две маленькие арки по сторонам обеспечивают надежные пути отхода. При игре с нижней базы есть отличная позиция на 8-й линии, в кишке. Используя быстрый танк, можно домчаться до вот этого подъема и засветить всю северную часть кишки. Если враги там есть, то они попадают как под ваш огонь, так и под огонь союзников с H8. Также отсюда можно оперативно отступить через вот этот пригорок. Изгиб ландшафта позволяет минимизировать потерю скорости. Ну а если врагов в кишке нет, то проехав вперед, вы можете занять выгодную позицию за кустом, откуда простреливается монастырь, часть северной базы и поляна между ними. Ну а если вы начали с верхней базы, то можете поехать в холмы. Из первого кармана вы можете просвечивать 4-ю линию, стрелять по центральному заезду на свою базу и по поляне перед вражеской. Если врага не видать и стрелять не в кого, можно спуститься и поехать в монастырь. Лучше всего делать это вот тут. На этом маршруте вы точно не утонете по пути. Всем удачи на полях сражений, пока. Следующий мастер-класс по Т1 от Никлемоса. После того, как появился командный бой, он особенно актуален, смотреть обязательно. Привет, меня зовут Никлемос, я играю за команду Meteor Makers, и я расскажу вам, как играть на Т1 в формате 7.42. На соревнованиях Т1 всегда используют 20 мм пушкой. Ее пробитие 41 мм. Толщина брони этого танка всего 10 мм, поэтому нанести ему урон можно практически под любым углом. Эффективная дистанция стрельбы около 360 метров. С большего расстояния снаряды не достигнут цели. Стрелять следует длинной очередью. Нет смысла останавливаться, чтобы свестись, снаряды и без того летят достаточно кучно. Разумеется, основная функция Т1 – это разведка. Если вы не сидите в кустах, светите, выезжая на полкорпуса задним ходом из-за укрытия. Лучше выкатываться, включив снайперский прицел, сразу нацелившись на место, где может появиться враг. Если лампочка сработала, но вы никого не видите, значит вас обнаружил танк высокого уровня. Даже если вы не успеете спрятаться, это может стать полезной информацией для вашей команды. Ваши главные соперники – другие Т1, реже Т2. В бою с ними крайне важно оставаться в живых, а в идеале убить их. При встрече, если вражеский светляк не успел повернуть на вас пушку, смело пускайте очередь. Если он почти довернул башню, стреляйте. Как только враг наведется, продолжайте огонь в течение секунды, а затем прячьтесь в укрытие. Разумеется, если противник уже прицелился, а вы нет, затевать дуэль нет никакого смысла. Если вражеский Т1 едет к вам, но не видит вас из-за кустов, подпустите его на 100-150 метров. Тогда вы точно сможете справиться с ним за одну очередь. На большем расстоянии этого скорее всего не получится. Если Т1 ушел на перезарядку, в течение 10 секунд он ничего не сможет вам сделать. В ближнем бою этого достаточно, чтобы настигнуть его и расстрелять. Что касается других танков, то вы сможете пробить любых французов сзади и сбоку. Другие тяжелые танки для Т1 неуязвимы. Но с 2 очередей можно разбить им гусеницу. Лучше всего стрелять по каткам. Это важно знать, если вам нужно сбить захват. По возможности подсвечивайте себе врагов из-за больших кустов, откатывайтесь и стреляйте. Помните, что по вам могут вести огонь вслепую, поэтому позицию лучше сразу же поменять. Если в кругу стоят танки, которые вы способны пробить, а подходящих кустов нет, ждите до последнего, чтобы разом снять максимум очков захвата. Не стоит недооценивать Т1. Этот маленький танк может здорово повлиять на ход игры. Это был Никлемос, всем пока. Дальше мастер-класс по Т-69 от Goodnight. Советы по-прежнему все актуальны. Вот только пробитие у Т-69 теперь не такое хорошее. Поэтому от него отказались многие команды, хотя этот танчик по-прежнему может задать жару. Всем привет, я Goodnight, боец с команды New Star. Я расскажу вам о среднем танке Т-69, о его применении в формате 7.42. У Т-69, в отличие от французов, всего 4 снаряда в барабане, но это компенсируется его короткой перезарядкой. Она в 2 раза быстрее, чем у 50-100 и в 1,5 раза быстрее, чем у 13-90. В первую очередь это танк поддержки, который должен ехать с основной ударной группой.
Тактика применения Т-69 сводится к тому, что мы должны дать барабан по противнику до того момента, когда он зарядится, то есть сделать это безнаказанно, не потеряв ХП. Отличительной чертой нашего барабана является короткая задержка между выстрелами, всего 2 секунды. Пока 1390 делает 3 выстрела, мы успеваем сделать 4. Перейдем к конкретике и рассмотрим, как можно применять Т-69 на основных картах формата 7.42. На Ласвеле многие топовые команды отправляют в начале боя свет в кишку для того, чтобы выявить вражеские передвижения. Т-69 идеально подходит для того, чтобы уничтожить этот свет. Реализуя свое короткое КД, он может сделать это до того момента, как вражеский свет заедет за камень. Для того, чтобы это сделать, необходимо поставить Т-69 квадраты С7, С8, дать ему подсвет и свести его на кишку. На Прохоровке 2 Т-69, занимая камни посередине карты, могут отконтролировать весь центр. Отсюда они могут убить вражеских светляков и прикрыть друг друга перекрестным огнем. Даже если вас приедет забирать много танков, благодаря высокому темпу стрельбы вы все равно успеете отстрелять барабан. К тому же не стоит сбрасывать со счетов второй Т-69, который тоже успеет дать барабан по вражеским танкам. На степях можно поставить Т-69 в кусты под камнем на базе. Он может успеть дать барабан по вражескому светляку, если тот поедет слишком нагло. На Энске Т-69 в состоянии сам себе подсветить переезд вражеских танков по ЖД путям. С этой позиции он может дать по ним 1-2 снаряда, получив таким образом небольшое преимущество по ХП в начале боя. После этого Т-69 может уехать обратно до того, как 50-100 зарядится. На этом все. С вами был Goodnight. Пока. Советы от Арклита по ИС-3 наверняка будут полезны многим. Только учтите, что модель ИС-3 немного поменяли, и теперь его башня пробивается намного проще. Всем привет, меня зовут Арклит, я игрок команды Synergy, и я расскажу вам, как воевать на ИС-3 в формате 7.42. Главной особенностью этого танка среди одноклассников является его орудие, которое наносит 390 единиц среднего урона при неплохом бронепробитии. Это компенсируется низкой точностью и долгой перезарядкой. Броня у ИС-3 не очень крепкая, но за счет рациональных углов часто проходят рикошеты. Также у него есть бортовые экраны, которые частично закрывают лоб и корму. 220 мм броня башни расположена под такими углами, что пробить ее практически нереально. ИС-3 обладает неплохой для тяжелого танка динамикой, что позволяет ему комфортно себя чувствовать в группе с быстрыми сотками. Благодаря своим особенностям ИС-3 хорош как при бодании из-за угла, так и при стремительном прорыве направлений. ИС-3 эффективен в связке с любыми другими танками в команде. Еще его можно поставить одного, удерживать целое направление, и при необходимости он может оттуда быстро уйти. У ИС-3 башня расположена в передней части корпуса, поэтому чтобы успешно танковать из-за угла на средних и дальних дистанциях, нужно повернуться кормой к стенке. Выкатываться нужно под очень маленьким углом, примерно 20 градусов. Но помнить об этом не обязательно, просто направьте ствол на один из углов кормы. Это и есть оптимальный угол для выхода из-за укрытия. Да, вы покажете часть кормы противнику, но урона не будет. Из-за угла выглядывает всего лишь часть экрана и гусеница. Лучше всего стрелять либо в упор, либо при полном сведении. Но не стоит брезговать и стрельбой на ходу, если вы знаете, что в ближайшие 11 секунд вам не понадобится этот снаряд. А вдруг попадете? В позиционной войне через амбразуры ИС-3 чувствует себя не хуже Т-32. Спереди на его башне есть только одно слабое место. Это тоненькая полоска крыши, попасть в нее очень сложно. При длительной перестрелке, когда у обоих танков видна только башня, весомым аргументом станут 122 мм фугасы, наносящие на порядок больше урона, нежели фугасы Т-32. ИС-3 полезно ставить в окна второго этажа у площади на Химмельсдорфе. На Энске можно укрепиться в квадратах Б4 и Д4. А теперь поговорим о конкретных картах. На Химках лучшая позиция для ИС-3 это банан. Здесь вас дополнительно прикроет насыпь. Одно из самых популярных направлений при атаке на этой карте – 2-3 линия. В группе с 50-100 ИС-3 может молниеносно прорваться к самой базе противника. На большом расстоянии по ИС-3 крайне сложно нанести урон, поэтому на Энске можно смело отправлять его по платформе на 5-6 линии. Возьмите стереотрубу и продвигайтесь вперед, давая засвет для союзников позади вас. Отсюда можно быстро перетянуться в город, либо на одну из баз. В самом городе чаще всего бой происходит во дворах. Здесь ИС-3 может зайти к противнику с фланга вместе с 50-100. Смело заезжайте прямо между танками. Противник будет дезориентирован, и тогда у него не останется никаких шансов. С вами был Арклит, удачи на полях сражений. Теперь рассказывает об AMX 50-100 Powerslide. Все его советы по-прежнему работают. Смотрим. Всем привет, я Powerslide, игрок команды Rush. Я расскажу о применении танка AMX 50-100 в формате 7.42.
Главная особенность MX-50-100 – шестизарядный барабан, который позволяет нанести в среднем 1800 единиц урона. Этого обычно достаточно, чтобы уничтожить даже КВ-5. Большой урон и высокая мобильность делают MX-50-100 отличным выбором для городских карт. Обычно их используют два, так как действия в паре позволяют достичь наилучших результатов. Из-за плохих углов вертикальной наводки танк не часто берут на полузакрытые карты, а из-за слабого бронирования танк не используется и на открытых картах. Это вообще главная проблема танка, потому что 30 мм в бортах и корме не защитят вас даже от Т1. Хотя MX-50-100 формально и является тяжелым танком, принимать урон не его задача. Первыми в бой вступают Т-32 и ИС-3, а сотка ждет удачного момента для атаки. Как только противник разряжается, 50-100 выезжает и старается как можно быстрее реализовать барабан. Стреляйте только наверняка. Нередко игра заканчивается раньше, чем сотка успевает зарядить второй барабан. Всегда старайтесь сократить дистанцию, это здорово повысит шансы. 6 ваших пробитий дадут колоссальное преимущество команде. Неточные выстрелы вы можете себе позволить только в том случае, если враг не спешит атаковать, а времени на перезарядку точно хватит. Но не стоит тратить слишком уж много времени на прицеливание. Если видите, что шансов на пробитие мало, лучше займите другую позицию. Заранее планируйте, куда уезжать на перезарядку. Между выстрелами проходит чуть меньше 3 секунд. Этого достаточно, чтобы взглянуть на миникарту и оценить обстановку. В боях 50-100 играет пару других важных ролей. Быстро наносить урон – не единственная задача 50-100 на поле боя. Он отлично справляется с добиванием ваншотных танков. Пока какой-нибудь ИС-3 перезаряжается и выползает из-за угла, сотка успевает добрать пару танков и скрыться из виду. Кроме того, 50-100 отличный захватчик и защитник, за его высоким и длинным корпусом могут легко спрятаться Т1, пока вы стоите в кругу. А благодаря высокой скорости и темпу стрельбы он может быстро вернуться на базу и сбить захват сразу с нескольких танков. На этом все. С вами был PowerSlide. Увидимся! В 9-м выпуске мастерством своей игры на 90-ке поделился Минкс. Нам пришлось всего лишь вырезать советы про арту. В 7.42 ее команды больше не берут. Всем привет, я Минкс, капитан команды ГРА-ТМ, и я расскажу вам, как воевать на танке AMX-1390. AMX-1390 – это легкий танк, обладающий шестизарядным барабаном со средним уроном 1400 единиц. Обычно этого достаточно, чтобы уничтожить почти любого врага на карте. Высокий урон, мобильность, а также отличная незаметность делают 90-ка незаменимым на открытых и смешанных картах. Он может быстро наносить повреждения и также быстро менять позицию. Этот легкий танк отлично справляется с функцией отстрела вражеских светляков, убивая их за 2-3 пробития. В группе эти танки действуют еще эффективнее. В стрельбе на средние и дальние дистанции стоит сводиться полностью. Это позволит реализовать барабан по максимуму. Перезарядка длится долго, поэтому попадать нужно наверняка. Если придется стрелять на ходу, постарайтесь сократить дистанцию до минимальной и только тогда открывайте огонь. Заднее расположение башни дает преимущество в позиционных перестрелках. Если выкатываться из-за укрытий задним ходом, разброс будет не такой большой. Это позволит быстро свестись до конца и начать огонь, после чего отъехать вперед и уйти из-под обстрела. Благодаря отличному обзору танк может исполнять роль пассивного светляка, стоя в кустах, и контролировать целый фланг. На Руинберге с верхней базы из кустов в квадрате F9 можно отследить переезд врагов. На Ласвеле из квадрата F4 отлично видно перемещение техники противника в город. На Рудниках 90-ик отлично контролирует первую и вторую линию из куста у маяка. Высокая проходимость дает возможность занимать необычные места для контроля карты, где противник не ожидает вас встретить. Играя с нижней базы на Рудниках, с пригорков D7 можно обнаружить артиллерию на базе. На карте Монастырь можно сделать быстрый подсвет в кишке, если заехать на подъем в квадрате F7, или же проверить заезд на первую линию из D1. При необходимости 90-ик может быстро вернуться на защиту базы и сбить захват со всех целей, пока не подоспели союзные танки. На этом все, с вами был Минкс, до встречи на полях сражений. Дальше снова 90-ик, но теперь уже поконкретнее. Позиции на Ласвеле, которые покажет в своем мастер-классе Калента, используются как и раньше. Всем привет, я Калента из команды ГРА-ТМ. Сейчас я расскажу вам про позиции на карте Ласвель при игре на танке 1390. С верхнего распа возможно занятие 90-м или 71-м позиции в кишке в начале боя для подсвета танков, проходящих в город. Занятие этой позиции опасно и может отрезать ваш танк от остальной команды на долгое время. Но тут и засвета будет мало, если не рискуете. Сейчас я расскажу позиции возле берега. Позиции эти нужны для прикрытия танка в кишке или стрельбы по засвету по квадратам G6, H7. Эти кусты позволят не светиться.
от любого танка, стоящего в кишке, и видеть его, соответственно, тоже. Если от них отъехать, можно стрелять незаметно. Если противник не занимает кишку, можно смещаться на нулевую линию. К этому моменту команда должна уже иметь представление о том, находятся ли танки противника в городе или нет. Забор можно разломать корпусом, без засвета. Но следует также учитывать, что артиллерия противника будет все это видеть, и стоять в нем постоянно довольно опасно. Можно просвечивать нулевую линию, либо прикрывать танки, которые заняли церковь. Ну, я бы не советовал, конечно, этого делать, этого респа, потому что есть прострелы с базы. Ну, или просто простреливать вот этот проезд. Если противник есть, то до загорания его лампочки можно успеть дать шот точно. Даже 2, учитывая сведения. С нижней базы тоже есть интересные позиции на побережье для контроля кишки. Занятие больших домов позволит спокойно отойти из-за света, если такой произошел, и спрятаться от артиллерии и танков противника. Позицию можно занимать в кустах, которых здесь множество. Вот эти 2 довольно неплохие. Можно сразу спрятаться за дом, если занять позицию задом. Но мы обычно действуем в паре на этой карте. По засвету кишки 71-й, впрочем, и 90-й может занимать позицию в этих кустах. Здесь светится въезд в кишку и иногда танки, проезжающие в Нижний город. 90-ик можно пускать в группе или в одиночку с танком первого уровня Т1 по ущелью. Занятие позиций на возвышенности на ущелье сейчас довольно важны. Вот здесь, например, танк сможет при прикрытии других танков отразить любой пуш через ущелье. Если, например, разместить сотки в квадратах, на которых я смотрю, то противник просто не сможет сфокусировать свой огонь и будет получать со всех сторон. При раше по второй, если команда знает, что противник находится в городе, в принципе можно пускать 1.90 вместе с Т1 для захвата и просто для засвета. Вот сюда. И при занятии горки, в принципе, 90 может контролировать въезд в ущелье со стороны базы противника и иметь возможность уйти в любую секунду, при этом не умерев. Танки окажутся засвечены, получат 1-2 выстрела, и танк сможет спокойно уехать, дав информацию своим сокомандникам о том, где находится противник. Также, если проходить большим количеством, чем 1.90, можно занимать позицию на А2. Обычно следует проходить из низины. Это затруднит прострелы 90-ка, если танки противника будут контролировать въезд в квадрат А2. Здесь можно забраться на горку, подсвечивать танки, которые стоят на входе в кишку, или на А-линии. При агрессивном захвате базы также 90-ик обычно со своим напарником может занять позицию за домами для того, чтобы помешать противнику светить захват с кишки и съезда в город. Но такой проход очень опасен. Если вы не уверены в том, что противник вас не встречает здесь, вам не следует проезжать сюда, потому что потерять много хп или танк очень легко в этой позиции. Занятие кустов позволит подсвечивать противника без света и отстреливать его довольно эффективно. В вашей команде, стоящей на захвате, тоже. С вами был Калента, до встречи на полях сражений. Еще один мой мастер-класс. Я расскажу об игре на Т-69 через платформу на Энске. Неактуальные советы по засветам мы повырезали, а вот прострелы от платформы в город никуда не делись. Всем привет, я Левша, игрок команды Na'Vi, это Т-69, и я расскажу, как играть на нем по первой платформе на карте Энск. Начнем с нижней базы. Когда вражеские танки идут в атаку, вы можете их простреливать по F-линии. Проехав до конца здания, вам открывается прострел по диагональной улице. Но не забывайте о том, что после первого выстрела, скорее всего, вы попадете в засвет. Теперь поговорим о позициях с верхнего респа. Если вы на платформе никого не встретили, то можете доехать до квадрата F6, и отсюда у вас открывается прострел по F-линии в сторону города. На F2 также есть место, где танки смогут от вас спрятаться. И чтобы их прострелить, надо проехать до конца здания. С этой позиции вы точно сможете прострелить вражеские танки на линии F, если они только не уехали во дворы. С вами был Левша, удачи на полях сражений, пока. Дальше я передаю слово Хлемуру верхом на Т1. Советы он дает дельные. Всем привет, я Хлемур из команды Mind. Я расскажу вам про позиции для Т1 на железной дороге на карте Химмельсдорф. Начнем с нижнего респа. Едем на позицию на железке, которая находится в J2, такой небольшой закуток. Эта позиция является одной из
двух, которые наиболее безопасны для танка Т1. Через вагон-платформу будет видно танк, который будет ехать по первой вертикали. Также с этой позиции видна вторая линия вплоть до квадрата Е2. Очень важно вставать именно кормой к железке, да, чтобы, если вы засветитесь, чтобы вы максимально быстро уехали в более безопасную позицию. Вторая позиция – это за красным большим кирпичным домом. Соответственно, мы встаем также кормой, высовывая башню, и с этой точки мы будем просвечивать танки, которые будут выходить с Е1. Мы можем задвинуться за дом и уже впоследствии уехать в безопасную для себя позицию. Более агрессивной позицией является маленький кирпичный косодом в квадрате Г1, который стоит занимать с перспективой продвижения. Высовываясь из этого здания туда-обратно, с этой точки мы увидим танки ВА-1 и ВА-2. Есть два варианта. Либо же вы засветите танки, если они находятся недалеко, либо же вы словите перк 6 чувство, лампочку. То есть вы будете уже знать, что там танки стоят, и они вас светят. То есть тут, в принципе, и той информации достаточно. Можно стать более агрессивно, подождать, пока заработает труба, и танк, который поедет потом по первой линии, засветится гораздо раньше, уже прямо начиная с первого квадрата. Очень интересные кусты, которые может занять только Т1, так как он очень маленький, и они скрывают его практически полностью. С этой позиции мы сможем увидеть танки, которые будут атаковать по второй вертикали, танки, которые будут атаковать по третьей линии, немножко танков, которые будут заворачивать с центральной площади на третью линию. С этой же точки мы увидим танки, которые поедут по первой линии, начиная с квадрата F1. Самая агрессивная позиция с нижнего респа – это занятие дома в F1. Если танк стоит в C3, то он 100% вас убьет, так как у него хватает обзора и времени, чтобы свестись и произвести выстрел. С этой позиции подсвечивается, если танки на первой линии. Скорее всего, зеркально стоит вражеский Т1 параллельно вам, и также 50-100 за его спиной стоит на прикрытии ВА-1. Соответственно, на прикрытие нашего Т1 ставится 50-100 с той стороны. И если перк 6 чувство сработал, то 50-100, находящийся на прикрытии в К1, просто рандомит барабан в примерной позиции вражеского 50-100, находящегося на прикрытии вражеского Т1. Есть очень интересные позиции для просвета базы противника. Можно заехать, здесь вот есть такая лесенка с дверцами. С этой позиции мы просвечиваем всю базу противника до поворота. Теперь расскажу про игру с верхнего респа. По максимально кратчайшему пути наискосок мы проезжаем до позиции Е1. Мы максимально рано засветим вражеский Т1, если он пытается агрессивно занять точку в F1. И он засветится, соответственно, в промежутке между вот этим красным кирпичным зданием и зданием в F1. И, соответственно, танк, который будет стоять в C3, уже будет готов и сведен для уничтожения танка противника. Если же команда играет не от железной дороги, можно поставить Т1 максимально дальние кусты, которые позволят светить танки, начиная с проезда с третьей линии поворота на вторую линию. Танки, которые будут ехать в Г2 по второй линии и, соответственно, выезд в Е1. Более безопасная позиция для просвета именно первой линии и выезда танков с первой линии – это вот этот кирпичный домик в Б1, который вам позволит убежать именно с этой позиции уже в более безопасную. Мы имеем возможность, прикрываясь этим зданием, быстро ёкнуть за вагоны и убежать либо же по вокзалу, либо же уже за здание вокзала вытягивать на наши танки, которые находятся либо в С3, либо на повороте. Еще интересная позиция внутри здания вокзала. С этой позиции мы сможем увидеть танки противника, которые будут ехать по второй линии и выезжать с первой линии. Со стереотрубой танки начнут светиться уже начиная с Г2. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в бою. Наконец, последний мастер-класс от Анатолича. Записывался он относительно недавно, так что не сомневайтесь в его полезности. Смотрите.
Всем привет, я Анатолич, капитан команды Unity. Сейчас я расскажу вам о позициях на горе на карте Химмельсдорф. Обе команды обычно отправляются на Т-69 и Т-1. Т-1 ставит у насыпи, рентгеном он сможет отследить внезапную атаку. Т-69 остаются на склоне и начинают дуэль. С нижнего респа нужно выезжать поперек склона, едва выглядывая из-за горки и стреляя в движение. Когда союзники вас не страхуют, лучше двигаться кормой вперед. Если на вас внезапно напали, уходите через дыру в стене. Как ни странно, это наименее рискованный путь отхода. При должной сноровке урона вы получите совсем немного. С верхнего заезда выкатываемся по прямой вдоль правой стенки и пытаемся подловить врага. Многие совершают ошибку, пытаясь выехать слева. Дело в том, что с той стороны склон чуть круче, и вам придется слишком сильно высунуться, чтобы сделать выстрел. Поговорим о ключевых точках на горе. Обычно за ними следят не очень внимательно, так что отсюда легко застать врагов врасплох. У разбитой стены в D9 неплохо простреливается линия D, начиная с выезда к банану. Также отсюда частично видна база. Со склона F9 просматривается площадь и дальние квадраты линии G и D. Из H9 можно стрелять по улице вплоть до квадрата G3, контролировать выезд банана и следить за частью базы. На этом все. С вами был Анатолич. Удачи! Всем привет, с вами Левша. И по-прежнему боюсь камер. Привет, пацаны! Вспыска!